Всем привет, дорогие друзья! С сегодняшнего дня начинаю заниматься колоннами. У меня будут две колонны опорные здесь и в этом углу за стенкой. Первый этаж у меня практически будет без стен. То есть единственная стена у меня это санузел. Так, все открытое пространство. Вот эта вот стеночка, это просто вот так вот. Больше ее доливать в высоту не буду. Тут у меня просто будет лестница, и с лестницы спускаться, ну, для комфорта вот так вот залил, там будет диванчик, наверное, стоять. В общем, тут открытое пространство. И у меня будет, получается, через весь дом, вот как натянут канатик, нижний уровень ригеля. Железобетонные балки, которая пройдет через весь дом. 8 метров это, конечно, огромное расстояние, поэтому нужно его подпирать. Подпирать я буду вот здесь от стены до этого штырька. И здесь получается в углу. Колонны, получается, немножечко неправильно рассчитал. Тут изначально думал, вот будет колонна. Потом пришлось сместить, потому что что-то я профукал толщину стены в ванну 20 сантиметров. Поэтому и здесь то же самое получается. Здесь добавил, ну и там уже до симметрии тоже 20 сантиметров добавил. Здесь получается максимальный пролет ригеля будет 3,60. Там, грубо говоря, 2 метра, там вообще на стену ляжет. И вот 3,60, чтобы ригель был крепкий и надежный. Я его тут хорошо заармирую. Ну, в общем, за ригель будет отдельное видео. А с сегодняшнего дня займусь двумя колоннами. Сейчас буду вот эту вот арматурку трехметровую сейчас сразу согну под углом 90 градусов. И для чего я натянул вот эту леску? Для того, чтобы я видел, на каком расстоянии ее приварить. То есть у меня два штырька будет загнуты в ту сторону, два штырька в ту сторону. Так вот получилось. 4 прута, 2 в одну сторону загнутые, 2 в вторую. Все, захомотал я армокаркас колонны. Все получилось ровненько, красивенько. По вертикали тоже полный порядок. Осталось теперь собрать опалубку и заливать. И также связал каркас для второй колонны. Вот здесь вот посмотрите арматура. Мне кажется, что вот так вот уже правильно. То есть как бы с этой стороны туда загиб, с этой стороны сюда. То есть как бы вот здесь, мне кажется, неправильно. Вообще не знаю, честно, как правильно, как неправильно. Напишите в комментарии, кто считает, как правильно вязать. Вот так вот слева или вот та, которая справа колонна. Ну, в любом случае уже связал так. В общем, опалубку для колонн, ребята, не поверите, но думаю, что лучше, чем щиты для полистиролбетона, не справятся. То есть, честно, изначально думал делать из досок, вот уже прям начал сооружать. А потом смотрю, они все вертолетом, те доски. Это все нужно оборачивать пленкой для того, чтобы колонна потом, бетон нормальный был. Вот эти вот доски, ну посмотрите, на что они похожи. Такое, конечно, все рассохшееся. Я задолбаюсь подгонять эти доски для этой колонны. Идеальнее варианта, конечно, чем эти щиты, просто быть не может, потому что все боковушки, они рассчитаны вот четко по стене. То есть тут все уже готово, нарезано. Единственное, что бетон тяжелый, это не полистирол бетон, и ОСБ листы десятка, конечно же, скорее всего, не выдержит, поэтому буду укреплять. В общем, посмотрите на это заглядение, которое получилось. Просто красота. Все очень надежно. Сама по себе конструкция уже имеет достаточную жесткость. Ну, естественно, я буду ставить какие-то упоры, все дела. По уровню просто заглядение. Со всех сторон абсолютно. Ну, просто идеально. Куда уровень не кинь, оно идеально, это идеально. С досок, конечно, никогда в жизни бы я такую красоту не сделал. Вот такая вот красота внутри.
все полностью идеально прилегает. Можно себе спокойненько заливать. Стою на лестнице, кстати, опираясь на эту опалубку. То есть жесткости у нее, конечно, хватает. Очень доволен, что пришла мне в голову идея с этих же щитов заливать, потому что с досками, ох бы я намучился, а тут все подходит. То есть стену я заливал, вот эти вот боковушки ставил, и получается они же мне служат сейчас продолжением колонны. А так с этих досок я бы задолбался выпиливать все по размерам стенки. А так получается опалубка обняла стенку, как она шла. Вот так вот я укрепил досками. Здесь получается центр заливки. Тут ближе это самое, тут чуть-чуть глубже перемычки. Поэтому вот центр. Так, ну все, товарищи, последние подготовки перед заливкой закончены. Решил ничем я не подпирать эту опалубку. Почему? Потому что она очень жестко стоит. Ее просто, я же говорю, я лестницу на нее опирал. Она стоит, не двигаясь. Она очень плотно, так сказать, обнимает вот эту стенку. Стенка задает и, соответственно, уровень, потому что стенка заливалась по уровню, поэтому никуда она не сможет упасть, сдвинуться. Я единственное еще вставил 6 шпилек, которыми я полистирол бетонные стены стягивал. Шпильки предварительно замотал скотчем, чтобы потом из бетона легче было вырывать. Шпильки на себя возьмут дополнительно распирающие нагрузки от тяжести бетона. Бетон, скорее всего, буду вибрировать. Взял виброуплотнитель, правда, всего 1,5 метра вал. Ну, наверное, залью сначала половинку. Провибрирую, насколько руки хватит. Ну, должно хватить, наверное, вместе с рукой. До самого низу провибрировать. И потом вторую часть залью и тоже буду вибрировать. Если ничего не будет ломаться. Если будет ломаться, вибрировать перестану. Растворчик буду делать крепкий. 1 цемента, 2 песка и 3 щебня. И на 500 цементе. Растворчик получается отличный, очень плотный, не слишком водянистый. Ну, в общем, все по пропорции, как на мешке цемента пишется. Все, колонна залита ровно под верх опалубки. Как раз получается это будет нижний уровень ригеля. Нигде ничего не расперло. Даже вот где кусочками я наращивал опалубку, тоже все в принципе держится. Даже взял перфоратором с пикой, немножечко попробовал повибрировать просто по доскам, ну капельку. Ну потом такое какое-то подозрительное шуршание этого целлофана пошло внутри, что, думаю, не остановился. Хотя, конечно, просел цемент, я там с горкой насыпал и вот это вот провибрировал, все, я залез, горки не было уже. То есть уселся бетон, да, надо, конечно, вибрировать, но не с такой опалубкой. Тут у меня был вариант либо 2 дня заниматься из тех досок, довести до ума, сделать нормальную опалубку и тогда полноценно уже вибрировать, или ровненькую красивую колонну сделать с существующих щитов уже в пленке, но без вибраций. Я не думаю, что слишком уж ослабится эта колонна без виброуплотнителя. В общем, через секунду разберу, покажу вам. Так, и по расходу материалов, которые пошли у меня на эту колонну. Колонна небольшая, напомню, 43 где-то на 20 и на 2,45 в высоту. Вот на этот объем у меня пошло всего лишь 2 мешка 25 килограмм цемента. И вот третий мешок. Ну, с него я тут, ну не знаю, 1/5 взял. Вот этими ведрами мерил. То есть ведро цемента, 2 ведра песка, 3 ведра щебня. И получается всего лишь даже 3 мешков не пошло на эту колонну. Там 2 с копейкой. Что значит 500-й цемент? 3 часа после заливки.
3 часа после заливки. Так, и вот также собрал опалубку второй колонны. Тут только единственное по-другому. Тут на угол получается. Так же самое. 1, 2, 3, 4, 5, 6 шпилек. Стянул шпильки. Но тут еще главный упор на этот угол. То есть сначала стянул брусочки внутрь, опалубку притянул и с трубцинками 2 опалубки вместе. 1, 2, 4 струбцинки. Здесь щит прям вот так вот хорошо зашел внутрь, то есть ему не страшно будет выдавливание, а вот тому с той стороны обязательно нужны были шпильки. И также подпер на всякий случай еще досками в землю. Все, можно будет заливать. Все, и вторая колонна тоже залита. Опалубка, слава богу, выдержала давление. Со всех сторон подпирал. Но даже тут на той опалубке я досками укреплял. А здесь прям шпильки в USB. И сказать, что прям сильно выдуло какое-то пузо, нет. Ничего не выдуло. Может, на уровне покажет, конечно, пару миллиметров, но вот так вот чисто визуально абсолютно ровная опалубка. Так что даже такой, ну, небольшая колонна, что там 40 на 20, поэтому в принципе тут веса немного. Хотя много, конечно, бетон тяжелый по сравнению с полистирол-бетоном, но выдержала, все выдержала. Струбцинки тоже на месте. И сейчас уже созрела эта колонна для разбора. Разобрал все доски. Сейчас буду снимать, смотреть, что получилось. Так, показываю результат. Залилось тут с этой стороны все отлично. Бетон очень гладенький, прям блестящий. Ну, принял структуру немножко пленки. Абсолютно ровная в плане геометрии. То есть здесь не выдуло ничего, никакого пуза. Единственное, минусы вот ближе к верху. Тут что-то плохо протрамбовалось. Не знаю, тут, наверное, под весом оно уселось нормально. А здесь получилось много кратеров таких. Но такое не страшно, заштукатурится. Так, и с этой стороны тоже снял. Здесь чуть похуже. Здесь прям даже арматуру видно. Все-таки есть минус в том, что я не вибрировал, но побоялся за эту опалубку, потому что и так еле дышало уже, когда заливал. Но геометрия не пострадала. Все ровненько. Бетон уже за 3 дня набрал огромную прочность. Сейчас растворчиком возьму заштукатурю. А вы, если будете делать, то не экономьте на опалубке. Делайте мощную опалубку, чтобы можно было пользоваться виброуплотнителем. Все подмазал. Потом высохнет под шкурю, чтобы было ровненько. И до штукатурки уже внутри дома на 100% доживет. Листы опалубки в полном порядке. Еще даже, по-моему, чище, чем когда полистирол-бетон я заливаю. Ничего с ними не случилось абсолютно. И дальше из них же я буду собирать опалубку и укреплять для ригеля. И потом дальше себе из них же буду заливать стенки 2-го этажа. Вон даже как шезлонг можно использовать опалубку. Жена загорает. Сейчас в Одессе очень жаркая погода, поэтому стараюсь эту колонну несколько раз за день поливать водой, чтобы хорошо набирала прочность. Вообще, конечно, жалко, что я сейчас тороплюсь немножко и разобрал опалубку раньше времени. Я когда разобрал опалубку, она прям внутри вся влажная была, за счет того, что щиты в пленке, то есть пленка не давала испаряться влаге. Но так как я ее разобрал, чтобы следующие щиты складывать, и потом мне очень много щитов понадобится, чтобы собрать опалубку самого ригеля. Поэтому, конечно, если была бы возможность, то я бы ее
недели 2-3 в опалубке оставил, для того, чтобы она максимально свою влагу пустила в дело. Ну а так проливаю, короче, для того, чтобы набирала прочность лучше. Сейчас занимаюсь армопоясом, заливаю весь армопояс. Здесь вот сделал такой желобок. Это армопояс, который через окно у меня пройдет, то есть окна будут с той стороны вставать. Здесь 9 сантиметров оставил толщины. Вот здесь вот с учетом доски, то есть 6-сантиметровое в толщину окно металлопластиковое, прекрасно станет с этой стороны. И армопояс будет в глубине, а окна пойдут с этой стороны, получается. И вот там вот, где у меня образовалась трещина, я вам показывал в предыдущих видео. Вот она. Здесь мне подписчик порекомендовал подпереть, когда буду заливать. Ну, оно в принципе, да, тут 1,5 метра пролет, сама перемычка совсем маленькая, поэтому подпер, бетон тяжелый, чтобы не просело. Сейчас заливаю. Тут, допустим, не подпирал, хотя тут пролет 1,40 м, здесь 1,50 м. Здесь просто толщина сечения, скажем так, больше, поэтому тут ничего не случится. А вот здесь вот, с учетом трещины, подпер на всякий пожарный. Честно скажу, жалко мне арматуры, поэтому на вот таких вот ответственных местах, над перемычками, над окном, везде ложил по 4 прута арматуры, а в других местах ложил по 2 прутика. Вот так вот, как там торчит, то есть эти 2 прутика будут соединяться в свою очередь с колонной, вот так вот и с ригелем. Здесь, конечно, будет 4 прута, но так просто в армопояс я заложил по 2 прутика. Показываю как есть. Если есть возможность, закладывайте, конечно, 4 прутика вдоль всего армопояса. Разбираю опалубку второй колонны. Шпильки после бетона вполне пригодные. То есть потом аккуратненько скотч снимаем, и шпилька вполне себе имеет ту же резьбу, то есть они бетоном не портятся. И вот такая получилась вторая колонна. Есть небольшие минусы заливки. Вот. Но не критично. Может, даже замазывать их не буду, чтобы вид не портить, как вот здесь вот. Здесь я чуток поналяпывал, такое некрасиво. Пока дело дойдет до внутренней отделки, будет стоять портить вид. Смотрите сами. Ну, тут вот максимальная кривизна. Здесь где-то миллиметра 4. Впадина, значит, остальное чуть-чуть выдуло. Ну, 4 миллиметра, по-моему, для слоя шпаклевочки это вполне нормальный результат. Ну и все, друзья, видео по поводу колонн подходит к концу. Колонны залиты, одна здесь, другая здесь в углу. Выпуски арматуры оставлены. Следующий этап — железобетонный ригель. А на сегодня спасибо за просмотр, до новых встреч, пока.